Толщина нормальная, но он очень хрупкий, как из иголочек там внутри. 3 секунды. Держится достаточно прочно, но есть минус. Правильное какое-то, да, как будто бы распределение тепла. Самое главное, что она часами так горит. На улице холодно, а в машине у нас вот так уютно. Лет 30, наверное, тому назад тяжело жили тогда, времена были такие не очень. И мама делала тогда такой же салат. Спасибо вам всем, друзья. Это было очень приятно, что столько людей переживают, оказывается. Это было очень действительно приятно. Горячий чай после жирного ужина еще и с десертом. И чтобы спинку грело, вот здесь вот включаем его, зажимаем 2 секунды. Вот он включился. Лед уже подтаял. В прошлый раз береговая линия больше была заледенелая, и Александр Евгеньевич провалился тут. Где-то здесь это было. Кто помнит? Да, Да. очень так эпично было. Теперь не пойду больше туда. Я сегодня как медвежонок. Зато так тепло. Здорово. Посмотрите, какая льдина. Ух ты. Ой, тяжелая какая. Да. Вот бы вот такой вот бриллиант мне подарил Сангенч. Тогда всю жизнь работать бы даже не пришлось. Ого, осторожно. Смотрите. Толщина нормальная, но он очень хрупкий, как из иголочек там внутри состоит. Ага. А ну-ка бросьте его. Смотрите. Видите, Да. как разбивается? О. Ничего себе. Поэтому я и провалился в прошлый раз. Да. Но сейчас немножечко он подтаял. У нас на следующей неделе морозы придут, и все это опять замерзнет. Да. Сейчас быстренько установим свои раскладушки, поставим столик, закроемся хорошенько, утеплимся и будем отдыхать в машине. Три секунды. И вторая раскладушка. Точно так же. От 3 до 5 секунд. Может даже быстрее. Считаем. Так, 1, 2, 3, 4. Это я замешкался. В принципе, вот. Готово. Раз. И все. Готово. Столик готов.
Такой закат там красивый. Садится солнце. А на градуснике у нас -4 или -3. О, не фокусирует. Да, -4. Вот такая красота. А еще мы взяли с собой полку. Прелесть, да? Да. Кстати, морозит. Тихо-тихо, да? Ага. Руки дубеют прям. Вот такая красота у нас здесь. Да. Солнце садится, друзья. Почти село уже. И быстро-быстро, в спешном порядке, вот здесь вот мы завесили шторку. И полностью уже вот подготовили машину к тому, чтобы согреваться. Сангенч завел, правда, машину, чтобы потеплее стало, потому что до того, как мы зажжем камин свой, конечно, надо, чтобы теплее стало в машине. Вам не мешает двигатель? Но ничего, сейчас уже выключим надо, скоро. чтобы печка поработала. Там уже -7. -7 уже показывает. Тихо-тихо опускается температура. Ага. Морозит уже. А мы Так что поэтому надо тепло держать. скоро зажжем свой камин, при помощи которого будем греться сегодня. И кое-что еще покажем. И кое-что еще. Пока еще в машине темно, но скоро мы здесь проведем свет, гирлянды повесим, и все совсем другими красками заиграет в салоне. Такой красивый там лиловый закат. Просто не передать словами. И посмотрите, мы завесили раскладушки пока пледами теплыми. Так по-домашнему, хорошо, уютно. Будем зажигать наши фонарики. Так. Чего у нас там только нет сегодня, смотрите. Вы знаете, я себя чувствую как Дед Мороз с подарками. Так, вот эти. А что, будем дарить сегодня хорошее настроение Да. зрителям? Так, давайте вот эти включим, да? Они красивые. Вот так. Вот пусть здесь висит. И еще один. С этой стороны. Вот так. Здорово. Да. А за окном посмотрите, какая красота. И темнеет уже. Да. Здесь такой фонарь. Смотрите, как он здесь классно держится. Вот так. Да.
Посмотрите, друзья. Сангенич уже почти полностью собрал щепочницу. А на улице холодно. Ну да, конечно. Кстати, не фокусирует уже. Да, минус 7 градусов. Почти минус 8. И за шторками у нас здесь ничего не видно. Сбоку, сзади тоже. Полностью зашторено там все. Завешено. Ничего не видно. Просто здорово. И луна такая яркая, красивая. Все, наш мини-камин полностью мы собрали. Все готово. Вот эта вот крышка, на самом деле, это поддон. Но мы его будем использовать как верхнюю поверхность сегодня. Мешочек. А в мешочке у нас баночка и держатель фитиля, которого мы сделали своими руками. Сейчас покажем вам. Сангенич, откройте, пожалуйста. Баночка самая обыкновенная, плоская, маленькая. Угу. У нас даже 2 фитиля с собой. Угу. И 2 держателя. Отличаются они только плечиками. Здесь ушки наружу, а плечики вовнутрь. А здесь наоборот. Ушки вовнутрь, плечики наружу. Сначала мы сделали вот этот вот держатель. Сделали из строительных стяжек. Металлических. Посмотрите. Садится легко. Держится достаточно прочно. Но есть минус. Когда нужно затушить пламя, мы накрываем крышку, но она не садится плотно. И доступ кислорода продолжается. Поэтому это не очень удобно. Для этого мы сделали второй держатель, более продуманный. Тоже сидит достаточно уверенно. Вот не выскочит вот так вот вправо-влево. И когда нужно пламя затушить, то вот таким вот образом крышка плотненько садится, и даже можно ее плотно закрыть. Так что вот этот держатель нам не понадобится сегодня. Так, взяли его на всякий случай. Фитиль мы здесь просунули через гайку. Он будет так держать его. И просунем фитиль вот так. В держатель. Держатель в серединку. Конструкция будет выглядеть вот так. А фитиль мы вот так обмакнем в баночку. И сейчас нальем туда топливо. Вот так это будет. Смотрите. Все Красота. очень просто и функционально. Угу. А в качестве топлива у нас сегодня будет лампадное масло. Мы его перелили в эту бутылочку, чтобы большую бутылку не таскать с собой. Вот, нальем. Половину баночки примерно налили. И смочим слегка сам фитилек тоже. Фитиль хорошо пропитался маслом.
Чуть-чуть его вовнутрь пихнем. Чем больше фитиль выходит наружу, тем коптить больше будет. А когда вот так вот, еле-еле его видно, тогда не коптит. Вообще мне очень понравилось вот это лампадное масло. Нам порекомендовали зрители тогда, когда мы использовали растительное масло. Вот, предложили попробовать лампадное, и мы попробовали дома. И это оказалось действительно так здорово. Оно вообще легко так горит. Пламя яркое и долго-долго горит. Вот этого количества нам дома при эксперименте хватило на 5 с лишним часов. Вот такой же фитиль мы сделали. Сейчас попробуем зажечь. Пламя стало побольше. Все, можно сверху поставить нашу металлическую поверхность, которая будет нагреваться и отдавать нам больше тепла. Смотрите, какое красивое пламя. И вот когда оно вот такое, оно не коптит совсем. Самое главное, чтобы... Уже горячество. Ага. Чтобы вот эта пластина металлическая... Ох, как горячо! Чтобы эта металлическая пластина не касалась самого огня. Вот тогда, да, происходит копчение какое-то. А так вот просто здорово. А еще для лучшего тепла взяли вот такую штуку. Смотрите, там маленькие кирпичики. Сейчас мы ее поставим сверху. Вот так. Да, нагревается. Завесили спереди тоже шторку, чтобы с улицы нас не было видно особо. Ну и вот эту боковую, только надо развернуть органайзер. Повернулся. Ага. Вот так. Все, здесь уже так тепло, если честно, становится. Я прям чувствую, Санкевич. Потому что вот это горячая, эта штука. Вот эта пластина, она Ага. совсем горячая у нас. Смотрите, вот даже здесь- с краю. Видите? Там, да, надо осторожно, я Даже с краю. обожглась. А вот здесь вот такой вот тепленький воздух, знаете, напоминает мне теплообменник какой-то. Да, Вот. слушайте, тепло уже идет. Правильное какое-то, да, как будто бы Мгм. распределение тепла. Самое главное, что она часами так горит. Да. Как некоторые называют ее вечной свечой, но она, конечно, не вечная, но Но она очень долго. очень долгая, такая долгоиграющая, да, здорово. И посмотрите, как запотели стекла. Ничего не видно. Ну, там и так ничего не видно, потому что уже ночь. Вот. И здесь тоже. Интересно. Запахло Новым годом. Побольше снежинок надо. Разных. Кстати, у нас уже завтра снега должны быть, метели, морозы.
Какие игрушки сегодня у нас елочные. Такая новогодняя сказка. С камином свечным, с елочкой, с фонариками. На улице темно совсем. Луна спряталась за облаками. Так, по градусам у нас здесь пока также -7. Да, -7. Пойдемте, друзья, покажу, что у нас там в машине. Запотевают стекла с той стороны, с внутренней. А внутри тепло, уютно. Да, застелили раскладушки пледами. Прям вообще хорошо, мягко, удобно. Такая вот красота. Здорово. И очень легко заходим вот таким вот образом в машину. Все. Закрываем дверцу. Вот так вот. И наслаждаемся огоньками разными. Достали ящик с продовольствием. И вот здесь в углу тоже у нас полочки. И там тоже есть что-то вкусненькое. Сейчас покажу вам, что мы с собой принесли. А здесь у нас столько всего вкусного. И рисовая каша есть, и просто тушенка. А это у нас говяжий кувырдак. Ой, это тоже вкуснятина, наверное. Попробуем. И сделаем мы сегодня салатик майонезный. Шпроты в масле. Картошка вареная, лук, чеснок и сушеная зелень.
такие вот шпротики. Нарезали картошку, лук, шпроты и еще пару яиц вареных тоже. Настругаем, и вкусный салатик получится. Майонез только добавим. Пару вареных яиц. Мы сидим тут в такой атмосфере. У нас готовится вкуснейший салат. Вот такой. И вот такая атмосфера у нас здесь. Уют такой в машине. А мне, знаете, друзья, что вспомнилось? Лет 30, наверное, тому назад. Тяжело жили тогда. Времена были такие не очень. И мама делала тогда такой же салат из вот таких вот шпротов. Ну, в основном там, конечно, была картошка, ее было очень много, а шпротом только так запах создавали. Но тогда вот мы 3 детей, получается, я, брат и братишка, и папа. И мы все ели этот салат. И было это очень вкусно было. И сейчас мы очень вкусно поедим. Шпроты прямо в баночке помельчу ножом. И такая вот у нас баночка на вот такое количество салата, да, будет. Да. А тогда мама вот такую же баночку на целую чашку делала. Но как это было тоже вкусно. Времена были такие тяжелые. Времена, да, тяжелые были. Помельчили. Ну, вот такие вот кусочки. Не сильно крупные и не сильно мелкие. Хорошая рыбка, такая упругая, крепкая. Угу. Последний штрих. Добавим майонезу. Щепотку черного перчика. Осталось только перемешать хорошенько. Салат хорошенько перемешали. Надо дать ему немного настояться. Но Александр Евгеньевич прям настоятельно просит пробу. Давайте, Сангеич, испробуйте. Надо же попробовать, правильно мы сделали все или нет. Да? Хотя заранее все знают. Давайте немного возьмем так. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Все правильно. Тот самый вкус. Да, тот самый. Это Александр Евгеньевич только пробу снимает пока. Да. Да, мы попробовали, все нормально, все правильно. Пока оставим настояться. Пусть настоится, а потом уже будем ужинать. На картинке смотрится очень-таки даже
Неплохо. Давайте посмотрим. Аппетитно, да? Сейчас посмотрим. Посмотрим, что на деле. Так. Так он прочно, да, стоит? Все здесь. Надеюсь. Ага. Так. Нормально. Здесь у нас Пошли. принадлежности столовые шумят. Угу. Слушайте, что-то так вкусно пахнет оттуда. Да, уже. Я чувствую прям. Мне тоже прям интересно. Да-да-да. Так. Да, хватит, наверное. А ну-ка, разверните-ка, Сангенч. Смотрите, это жир, да? О, ничего себе. Ну-ка попробуем. Пахнет-то вкусно. М. Нам надо вывалить Ну-ка. на сковородку. Слушайте, вкусно пахнет, да. Ага. Посмотрите, Сковородку. друзья. Вот мы Ай, погодите, что тут горячий такой? подготовили сковородочку. А, это вот эта штука. Угу. Сейчас все уберем верхнее Мгм. и поставим туда сковородку, попробуем Давайте разогреть. попробуем. Ну, да, вывалим, да, его. Ага. Вот это ложкой. Да, давайте на сковородочку. Так. Ух ты. Ничего себе. Ух ты. Это точно курдак? На Почему-то тушенку, здесь да, похоже просто? Такое ощущение, я картошки не вижу здесь вообще, а одна говядина. А вообще интересно, Да, что там. сейчас надо посмотреть все равно. Вот так выглядит в выложенном виде. Пахнет вкусно. А на вкус еще будем пробовать. Пластина тоже горячая. Да, и вот теперь сковородочку поставим прямо над свечкой. Вот сюда вот. Все, пусть согревается, посмотрим, получится, нет. Так вот темно везде. Холодно, холодно. Руки дубеют прям. Вот так. Кстати, воду ставил. По-моему, она заледенела уже. Ну-ка. Да, смотрите, друзья. Видите? Да, тихо-тихо. Лед. Да. Морозит. Морозит. А здесь темным-темно. Медленно, но растапливается и жирок, и холодец. Больше времени, конечно, требуется, чем на газу, или даже чем на спиртовке. Но тихо-тихо. Видите, как пар идет? Потихонечку Вот. парит. Да. А я сейчас был на улице. Там очень холодно. У нас даже вода замерзла там уже. В лед превращается. Пока
здесь растапливается, согревается наша тушеночка. Курдак. Быстренько сделаем десертик. У нас есть немножечко молока сгущенного, кусочек сливочного масла и самые обычные сухарики. Сейчас вам покажу. Вот такие хлебные сухарики из батона мягкого. Сгущенного молока здесь не так много. Ровно на то количество сухарей, что у нас есть. И на кусочек сливочного масла. Прям здесь же будем все перемешивать, замешивать. Вкуснятина будет. Вот такой кусочек. Превратим эту массу в крем. Ну, такой получится у нас десерт. Не особо для тех, кто на диете. Жирненький. Классно. Хороший крем сейчас сделаем. Да. И смотрите, друзья, какая у нас новогодняя обстановка здесь. Атмосфера. Замечательно просто. Даже кто-то пишет. Кстати, об этом я и хотел сказать. Хотели сказать большое спасибо всем. В прошлом видео я провалился под лед, кто видел. И начали писать все, и звонить, писать, где только это возможно. Мы получили более 500 сообщений. Спасибо вам всем, друзья. Это было очень приятно, что столько людей переживают, оказывается. Это было очень действительно приятно. Это большая поддержка. Так что такие вот дела. Спасибо вам большое. И будьте все счастливы. Берегите себя, чтобы все у вас всех было хорошо. Тост еще я сегодня скажу. Да, всем спасибо. Всем спасибо. Да, и вот так вот мы сидим. Просто красота. Просто красота. А курдак у нас тут уже потихонечку кипит. Да, смотрите, горячий. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот, Горячий. друзья. Да, уже, наверное, полчаса стоит тут. Но зато факт то, что смотрите, как парит. Ну, минут 20 точно стоит. Покипывает тут во Мгм. все. Так что будем горяченький есть. Посмотрите, какая масса получается. Эти сухарики потом как орешки на вкус становятся. Вот такая масса получилась. Она уже очень вкусная. Но мы еще придадим форму этой массе, чтобы было еще и красиво. У нас есть с собой вот такая вот рюмочка. И при помощи этой рюмочки мы будем делать форму для нашего десерта. Теперь аккуратненько выложим сюда тарелочку. Вот так вот.
получились вот такие пироженки. Их нужно будет выставить на улицу. Там как раз минусовая температура, они схватятся у нас. Такие вкусные будут. Прям можно будет держать рукой и есть. Ну, здесь у нас еще осталось где-то, наверное, на пару-тройку таких же. Все, кипит, уже можно снимать наш ужин с огня. Хорошо растопился. Здорово. Вот так. Ну только поперчим. Немного. Довольно. Все. Наш скромный ужин готов. Майонезный салат со шпротами и курдак с хлебом. Да. Слушайте, а запах прям обалденно. Просто обалденно. Друзья, всем приятного аппетита. Попробуем Приятного. курдак сначала. Давайте. Ну, давайте вот так вот. Вот смотрите. Мясо. Слушайте, а горячо. Это очень вкусно, очень нежно. И даже, я бы сказал, что это не совсем тушенка. Отличается. Но это классная тема, смотрите. А что? Что еще чувствуете там? Но это очень нежно. Да почти тушенка, но что-то, не знаю, даже не могу объяснить сначала. Вы знаете, это очень вкусно, но я не знаю, чем она отличается даже от тушенки. Но это очень вкусно. Сейчас вы попробуйте и скажете. О! И салат с детства. Как мама умудрялась нас, 4 мужчин, прокормить так? Помню, брат наш старший после этого сколько, ну, выросли уже, стали взрослыми людьми. И все пытался повторить он вот этот салат, и никак не мог. Говорит, не могу поймать вот этот вкус. Говорит, что там неправильно кладу. Ну, скорее всего, все не так. Скорее всего, шпрот намного больше. Да, шпрот намного больше. Еще раз всем приятного аппетита, друзья. Приятного аппетита. Знаете, как будто в детство вернулся. Как будто упал туда. Лет на 30 назад. Вот спасибо вам. Попробуем курдак. Угу. По-моему, мне попалась печенка. Печень. Печень? Да, это явно печень была. На вкус. Вы знаете, кстати, я тоже подумал сначала, печень там или что, но очень нежно что-то. Ну-ка. Мяско очень-очень нежное такое. Здесь не обычное вот это мясо, которое мы привыкли есть в тушенке. А, по-моему, здесь там целое ассорти разных вкусов. Очень вкусно.
Приятного аппетита, друзья, те, кто за столом. Всем приятного аппетита. Салат. Салат А попробуйте. салатик, угу. Знаете, как будто во рту Новый год. Да. Здорово. Очень вкусно прям. Наивкуснейший. Очень сытный такой ужин у нас. Я уже наелся, по-моему. Ну этот салат это просто тема. Но если выбирать между кувырдак и тушенкой, то тушенка мне больше нравится. Тушенка явно выигрывает. Там мясо, потому что много. Явно выигрывает. Ну, мне вот это тоже нравится. Мгм. Ну и по цене как бы, это, по-моему, дешевле, да? Стоит? Или как? А я не знаю по цене. По-моему, дешевле. А вот если еще картошечки сюда сварить, добавить, то вообще тоже хорошо Вот будет. картошечка. Да, картошка, кстати, у нас в салате есть. Блюдо быстро застывает. Поэтому мы решили сейчас взять, поставить на свечку, на каминчик наш, и прямо оттуда есть. Кстати, это будет здорово, да? Угу. Давайте попробуем. Подождите, а прям так? А я вот Это- думаю, пластину убрать или на Не, нее убирайте. можно, наверное. А, нет, так и не. А давайте прям на пластину поставим. Мгм. И мне кажется, вот так будет здорово, оно и застывать не будет. Угу. Вот здорово. Как в ресторане прямо. Мы убрали свой столик туда, подальше. А сами организовали себе стол здесь. Смотрите. Конечно, в наше время так рыбка не попадалась нам. Зато пахло. Пахло, да. Зато помним мы тот салат мамин. Да. Так, выпьем чай. Дорогие наши друзья, наши зрители, спасибо вам еще раз за вашу поддержку, за то, что вы нам пишете с разных городов, с разных стран. Это очень вдохновляет нас, и это очень приятно, очень поддерживает. Мы от души желаем всем здоровья, счастья и мирного неба над головой. Пусть все у вас у всех будет хорошо. Давайте, друзья. День. О, чай горячий. Сейчас мы попробуем вот это вот. Пироженку давайте. Нашу красоту. Хорошо застыла? Слушайте, да нормально. Но она холодная. Как мороженое. Да, она же с улицы. Так, приятного аппетита всем. Приятного. Чаепития. Она просто тает во рту. А можно посыпать сахарной пудрой, или какао, или кокосовой стружкой. Тоже будет вкусно. Очень нежная. Нежная. Вот такая вот она.
Спасибо, друзья, за поддержку. День. И как хорошо. Горячий чай после жирного ужина, еще и с десертом. Обалденно просто. И чай тоже можно будет поставить сюда на печку, чтобы был горячий. Постоянно. О, Классно, да? как же классно, а? Елка горит. Мандаринки. А мы сегодня по полной отдыхаем. Мгм. Целый месяц на природе не были. Да. О. Так он горячий. А так еще горячее. Фонари, похоже, уже разрядились. Смотрите, этот тоже. Да, красным горят, мигают. Ну, конечно, они уже больше 6 часов горят тут у Да. нас. Уже поздняя ночь. Да. Еще при этом холодно. Угу. Ну, ничего, нормально, мы успели Нормально. все сделать, поесть, чаю попить. И уже все равно спать будем укладываться. Так и так бы выключили фонари. Да. Вот, нам хватило сегодня при такой температуре холодной. При этом нам хватило надолго. Но мы их на пауэрбанке не будем подключать, потому что на пауэрбанке мы будем подключать сегодня другую вещь. Наши И вы пледы. увидите. Да. Да. Которые будут нас греть ночью. Угу. Посмотрите, друзья. Масло полностью закончилось. Хотя фитиль еще, конечно, весь смоченный в масле, но самого масла уже нет. Как раз нам пора спать ложиться. Мы так и так его хотели погасить. О, горячо, так руками не схватить. Сверху тепло над кирпичиками, а снизу горячо. Надо будет перчатками снять. Хотим показать, друзья, вам наши пледы с подогревом, с USB подогревом. Вот они, Вот красавцы. такие вот. Так, а где у нас? У нас здесь идет как накидка. Здесь как воротничок. Можно на себя вот так накинуть и вот так греться. Да. Вот так вот. А вот здесь идет кармашек. Ну, многие их уже видели. Здесь идет кармашек, куда вставляется пауэрбанк. А вот здесь кнопка. На самом деле, друзья, это просто вкладыш в наши спальники. Угу. Мы взяли этот вкладыш, сняли, он на замочке идет там. Да. Сняли со спальника. И сегодня хотим просто как простынь сюда застелить и включить. Можно взять, накинуть на себя, Сангенч, продемонстрируйте, пожалуйста. Угу. Ой, какой пауэрбанк тяжелый. Можно так сделать. Где он там? Здесь как будто воротник вот так идет даже. Так. И чтобы спинку грело, вот здесь вот включаем его, зажимаем 2 секунды. Вот он включился. И 3 режима у нас идет. Это самый теплый. Здесь идет средний. Вот легкий режим. Мне легкого хватает. Ну и соответственно он дольше пауэрбанк держит.
Нормально. И, кстати, он греет моментально почти. И нагревательная сама система, она приходится как раз на спинку. Да. В этом случае. Ну, Хорошо. Видите, так. Здесь Такой кармашек. мягенький Мгм. такой. Угу, тепленький. Здорово. Мгм. Приятная тема. Угу. Но мы сегодня будем использовать его как простынь. Да. Выключим пока. Так, зажимаем. Выключился? Нет, пока. Сейчас. Зажимаем так и выключается. Вот. Ага. Так. И второй у нас такой же. Они, кстати, скрепляются друг с другом. Соединяются на вот этих замках, на молниях. Да, так что можно сделать двуспальную такую вот кровать теплую. Надо только посмотреть, с какой стороны, как они будут. Ну, я думаю, не обязательно, потому что по ширине они, когда скрепленные, они, они шире, чем наша машина. Мгм. Поэтому мы просто вот так вот застелим, как есть, и все. Да, под поясницу главное, чтобы грело. И все. Ну, там второй такой же. Так. Такой же хорошенький, красивый. Укрываться будем сегодня спальниками. Застелили оба пледа. С моей стороны поставили на средний режим подогрев, а с Ангенча стороны на слабый. Сангенч мужчина горячий, поэтому и подогрев не нужен такой мощный. Так экономнее. Угу. Кстати, уже смотрите, как жарит, а? Да, уже тепло. И у вас тоже. Здорово. О, хорошо. Наконец-то добрались до постели. Угу. Так хорошо сегодня отдохнули. Мне кажется, я сейчас как убитый засну. Сейчас чуть попозже двигатель включим. Да, скорее всего, включим двигатель, когда станет уже совсем холодно, невыносимо. Сейчас, кстати, нормально. Я вот этим лежу нормально. И греет прям поясничку. О. Тихо-тихо, незаметно подошла ночь. Друзья, всем спокойной ночи и приятных-приятных снов. Друзья, всем спокойной ночи и приятных снов.